Добрый день! Сегодня в эфире группа Агора с программой здравоохранения. И прежде чем мы вам расскажем о том, что происходит в нашей системе здравоохранения сегодня, давайте посмотрим на историю возникновения системы здравоохранения в нашей стране. С чего же все-таки началось? И как же мы дошли до такой жизни сегодня? Со мной в студии член группы Агора Семен Фаликс и с вами Элла Забицкая. Итак, будем обсуждать историю здравоохранения. С чего же мы начнем? Все начиналось в античные времена, но я думаю, что в античные времена мы нырять не будем. Ну, не глубоко, давай чуть-чуть, ведь очень интересно. Необычайно интересно. Вот, например, Древний Рим, да, Римская империя. Представь себе, что были группы населения, которых общество взяло на себя расходы об их здравоохранении. Как ты думаешь, кто это были? Кто? Кто там были? Там были аристократы, там были плебеи, там были всадники. Неужели рабы? Рабы. Потому что свободный римский гражданин занимался своим здравоохранением самостоятельно. А вот рабы не могли этого делать. У них не было свободы воли. А следить-то за ними надо. Во-первых, это инвестмент. Ты покупаешь ценный инструмент. Ты хочешь, чтобы этот инструмент работал нормально. А во-вторых, это скучная жизнь большого количества людей в скучных условиях приводила к инфекционным заболеваниям. Нужна была система здравоохранения рабов. И у них она в какой-то степени была. Но, наверное, все-таки... Нет, ты знаешь, это ужасно интересно. Вот можно вспомнить про Авиценну, можно рассказать про Маймонида, можно рассказать про Гелена. Это все... А Гиппокрит? Гиппокрит, да. Но все-таки, наверное, это слишком далеко. И это все-таки медицина. Да, это медицина. Это всегда шло вместе, было связано, но все-таки это слишком далеко. Так что, наверное... Перенесемся, вот в средние века. В средние века. Вот здесь у меня такая интересная картинка, которую вы сейчас видите на экране. Она мне очень нравится тем, что вообще-то показывают лечение, но такими красками, как будто это преисподнее. Все такое красное, бушующее. И врачи немножко даже в черном или в красном, как чуть-чуть дьяволы, чуть-чуть такие. Немножечко не одухотворенные, а вот они как бы... облегчающие, но посмотри, они режут человеку ногу, они какие-то дают микстуры. То есть средние века, медицина. Что это такое? Вообще, это было очень сильно связано с религией. Ведь если вспомнить, кто занимался тогда здравоохранением, рыцари-госпитальеры, госпиталя, занимались облегчением страданий. Это было частью христианских обязанностей. С другой стороны, болезни же так просто не берутся. Они были в наказании. Все от Бога. Все от Бога. Бог наказывал. Порядочный человек ногу не сломает. И чумой не заболеет. Да. Пока не оказалось, что все-таки сломает и заболеет. Да. Конечно. Но это годы, когда накапливали знания о болезнях, способах их лечения и профилактики. Они накапливались. Конечно, они были... Это годы застоя, как и все средневековье. По сравнению с античностью, это были годы застоя. Да. Но все-таки и тогда были. Вот тот же самый Гален, это все-таки был средневековый врач. И тогда они возвращались к Аристотелю, возвращались к античности. Церковь запрещала вскрывать трупы, что необходимо было врачам. Но, тем не менее, все-таки люди этим занимались, и врачи этим занимались. И жуткие эпидемии чумы, которые тогда были в Европе, они, в общем-то, стало понятно, что, понятно, кто устраивает чуму, евреи, да? Но когда оказалось, что евреев уничтожили во многих городах, а чума не прекратилась, то до кого-то дошло, что, может быть, дело еще в санитарных условиях. Вот эта картинка, которую вы сейчас видите, я просто не могла себе отказать в удовольствии вам показать. Брейгеля картинку «Триумф смерти». И как вы видите, она, конечно, моралистичная, эта картинка, она больше о морали. Это в наказании людям, которых, если вы рассмотрите внимательно, которые тяготеют к золоту, к деньгам, к разврату, прелюбодеяниям и так далее. Но посмотрите, какие страшные вещи проходили. И это люди знали, и видели, и понимали. И если поначалу они таки воспринимали как Божье наказание, то все-таки умные люди
оценили то, что уносит из жизни огромное количество людей. Надо что-то делать. И первые вещи, которые начали возникать, это была борьба с эпидемией, конечно. Да, устройство канализации, водопровода, необходимость чистой питьевой воды, захоронение, когда пришла пора запретить хоронить где угодно, кого угодно, а это нужно было делать только в специально отведенных местах, чтобы яд не попадал обратно в обиход людей. Интересно, что ведь средневековые города делались очень узенькими и плохо проходимыми улочками, именно для того, чтобы завоевывать было тяжело. Как мне нравится сегодня там гулять. Как мне кажется, что это все это романтично. Ой, романтично, овеяно таким стариной, и нам кажется, вот в Америке этого нет, вот там это, а здесь это. А как хорошо, когда широкие большие улицы. Ну, правда сказать, сегодня надо думать, что нам никто там не выльет горшок с нечистотами на голову, а в средние века это только так и происходило. Абсолютно верно. Был низкий, ужесточайший низкий уровень гигиенической культуры. И это все вызывало огромные эпидемии. Но что интересно, меры борьбы с эпидемией и включали в себя вот эти все мероприятия, которые были организованы городом или общиной, даже государством. То есть цари, управители, то есть люди, которые, казалось бы, жили во дворцах и имели все-таки волновались по поводу того, как их подданные выживут. Не все, но наиболее продвинутые, прогрессивные волновались. Да. Отсюда и произошло, появился карантин. Да, ведь распространение инфекционных болезней могло быть остановлено только карантином, никаких других средств. Считалось, что выживание вот эпидемической вот этого вируса требует как минимум 40 дней. Поэтому стали смотреть на то, кто входит в город, какие болезни человек может принести, мастили улицы. Что интересно, мостовые, вот мощение улиц, это не просто даже удобство передвижения, это в то же время и борьба с заболеваниями, борьба с грязью и нечистотами. И все это стоило денег, и все эти деньги могли быть у кого? Только у правителей, или в некоторых случаях, у городов, которые, или у автократов, или как в той же Венеции, это были городские советы, или в той же Флоренции. И это были большие средства, у которых у простых людей просто не могло быть. Вот еще одна интересная картинка, это уже средние века, уже чуть дальше, тоже чувствуется, что это борьба с эпидемией, лежат больные, они лежат в этих кроватках, их обслуживают, показывают, как их обслуживают. Вот такие картинки сохранились до наших дней, по которым строят предположение, как же выглядели больницы тех лет, во что они были, какого рода, что они собой представляли, скажем так. Но перенесемся теперь в медицину 17-18 столетий. Эпоха просвещения. Эпоха просвещения, а это значит, что возвращается отношение к античности. Книги, вспомнили же книги. Да, еще не все они были уничтожены. Библиотеки. Да. Открываются кафедры при университетах, открываются медицинские школы и больницы. А, кстати, вот интересно, как ты думаешь, кто больше всего открывал больницы в это время? Ты имеешь в виду страну или кто? Нет, вообще, вот какие заинтересованные люди. Были какие-то госпитальеры, были какие-то рыцари, были ордена. Но в Европе в то время этим очень сильно занимались гильдии. Ты не была в Брюсселе? Совершенно изумительная, одна из красивейших площадей Европы. Вот эта картинка, поезжай. Вот я хочу. Картинку я видела, но в Брюсселе. Совершенно очаровательной красоты площадь. Ты знаешь, что все эти дворцы кому они принадлежали? Они принадлежали гильдиям. Неплохо. Ювелирам, сапожников. Это гильдии ремесленников. Гильдии ремесленников. Это, врачей? Врачей, я не знаю, бывали такие гильдии врачей, честно говоря. Может быть и была, просто не хочу врать. Но дело в том, что эти гильдии собирали большие средства своих членов. Было очень трудно стать членом такой гильдии. Но они были вызваны ведь необходимостью
помощи. Защиты своих членов от всяческих неприятностей жизни. А что может быть более серьезной неприятностью, чем серьезное заболевание? Особенно вот те, кто главного, как это сказать, добывателя в семье. Да. И вот эти гильдии, они занимались устройством госпиталей и оказанием медицинской помощи своих членов. Организация медицинской помощи. Разумеется, это не были врачи, но средства тратили именно они. Вот я уже здесь просматриваю, в общем-то, роль, которую в гораздо более позднее время стали играть профессиональные союзы. Ну, можно сказать, гильдии явились прототипом, наверное. То есть сама по себе идея какого-то вот организации людей по какому-то признаку с тем, чтобы они друг другу помогали и поддерживали, это же... Это оно и есть. Оно и есть профсоюз. Да. И вот я думаю, сейчас мы уже можем подойти к тому моменту, с которого началась система медицинского здравоохранения в таком виде, в каком мы ее сегодня знаем. Как ты думаешь, кто стоял в ее главе? Вот давай припомним, как называют систему single payer, как ее называют? Ее называют социалистической, да? Да. Это все социалисты. Советский Союз, социалисты. Вот первый социалист. Вот этот самый социалист, который ее придумал. Звали его Отто фон Бисмарк. Князь чего-то там и принц чего-то этакого. Он был министр-президент Пруссии, а впоследствии он стал канцлером Германской империи. Он прочитал, между прочим, Маркса. «Капитал». «Капитал». К этому времени «Капитал» уже был опубликован. Он прочитал Маркса, и он понял, что если, это прошли революции 40-х годов, 1840-х годов в Европе, он понял, что если оставить неконтролируемый рост капитализма, ничем не сдержанный, и полное обнищание масс, то ничего кроме революции наблюдаться не будет дальше. Так оно и будет. Он понял, что нужно что-то с этим делать. Плюс его беспокоило здоровье создаваемой им германской нации. И вот он создал первую работающую современную систему страхование. То есть это социальное. Не социалистическое. Не социалистическое. Социальное. Да. Это, конечно, очень интересный социалист, который был одновременно и князь, и принц. И его называли железным канцлером. Железным канцлером. Он был очень много издал указов против рабочих. Он удерживал их рост, он старался держать это на уровне нищеты, но недостаточно для того, чтобы уничтожать. Я даже не знаю, бывали это его цели. Я думаю, что мы не будем углубляться в его личность, но во всяком случае, одно можно сказать с уверенностью. Социалистом он не был, это точно. Но систему он создал. Которая до сих пор функционирует? В Германии, да, в общем-то, примерно та же самая система, которая была создана при Бисмарке. Со многими улучшениями и дополнениями, но система та же, фундамент тот же. То есть заложены были основы социального страхования рабочих. Да. Что было очень важно. И вот это вновь созданное германское государство было впереди планеты всей по части медицинского страхования. А как только это все появилось, начала развиваться вся категория врачей именно в медицинской системе. Эти люди должны были учиться друг у друга, болезни продолжали существовать, эпидемии были, до сих пор же есть эпидемии. Мы же знаем, и в Америке, и в Африке особенно их много сегодня. Эбола одна чего стоит, да, одна эбола. И появились вот эта вот фотография очень тоже интересная, появился первый анатомический театр. Так его тогда и называли. Так это же было ужасно интересно. Можно было прийти и посмотреть, как кому-то что-то вырезают. Если, конечно, это то, что тебя интересовало. И видно, что здесь лежит живой человек, нормальный, которому что-то режут возле ноги. Пока еще живой, потому что смертность была ужасающая. Да. Никто не знал, кем он и чем он будет. Но я обратила внимание, здесь у него к носу представлена такая, видимо, он все-таки дышал каким-то газом. Но я думаю, что на самом деле это уже довольно поздняя фотография. Я думаю, что это уже конец 19 века. Посмотри, врачи в белых рубашках. Такого не было в начале 19 века. Они были в том, в чем они ходили по улице или скакали на лошади, в том они делали операции. Да, это, конечно же, конец. Это 1890-е годы. Посмотри на эту медсестру, это настоящая медсестра. Да. А ведь мы точно знаем, что всерьез первые медсестры появились во время Крымской войны, Флоренс Найтингейл. Так что это, конечно, уже, конечно, сравнительно позднее. Хотя мы бы не хотели оказаться в этом театре ни как пациенты, ни как зрители. Нет.
Не говоря уже о том, какими инструментами это все продвигалось. И мы выходим или входим в медицину 19-21 столетий. И здесь уже получается так, что прогресс медицины огромен. За эти 2 столетия прошло, даже не 2, 1,5, скажем, даже. Количество знаний, которое увеличивалось с каждым годом, чем-то напоминало прогресс компьютеров в 20 веке. Да. Скорость увеличения объема медицинских знаний. Просто невероятное количество информации стало поглощаться, используя технологии и современную технику. Накоплено огромное количество знаний. Конечно же, книги это все, оно не может заменить книги, библиотеки существуют. Но сегодня каждый среднеобразованный человек может выйти на Google и, собственно, узнать, чем он болен, если он знает свои симптомы. Наверное, не хуже врача иногда. Было когда-то такое выражение. Скажите, пожалуйста, а можно ли лечиться по книгам? Ответ можно, если вы не боитесь умереть от опечаток. Это хорошее. Но ведь тут еще такой момент. Весь этот прогресс, вся эта новая медицинская техника, все эти совершенно невероятные вещи, они же чертовски дорого стоят. Кто-то же вложил деньги. Кто-то вложил деньги, чтобы это исследовать и развить, кто-то должен заплатить за то, чем этим пользоваться. Если когда-то среднеобеспеченный человек был в состоянии пригласить врача и заплатить ему из своего кармана, то сегодня даже очень богатый человек, даже сверхбогатый человек хорошо подумает, а может ли он оплатить томографию или магнитно-резонансный снимок. Ты знаешь, не редкий уже случай людей, которые знают, что у них специфические заболевания, и они знают, что они могут по дороге где-то, на улице или в общественном транспорте просто попасть в кому, они вешают на себе такой знак: не вызывайте скорую помощь, в левом кармане таблетка, дайте мне таблетку. И вызвано это только тем, что потом приходит счет, оплата за обслуживание скорой помощи такой сумасшедший и огромный, а все, что надо было, дать человеку одну таблетку. Просто ведет к полному уничтожению, разорению. Давай перенесемся в Америку и посмотрим, что же происходило в Америке. Итак, конец 19 века. Да. В Германии уже есть Бисмарк, а в Америке невероятно промышленная революция в полном разгаре. Сотни тысяч рабочих, сталелитейная промышленность, железные дороги. Невероятно. Привлекает людей со всего мира. Со всего мира. Эти нищие люди бросаются на любую работу. Работы много, хотя, может быть, ее хватает не всем, но все равно ее очень много. И профсоюзы возникают, чтобы защищать права своих членов. Люди объединяются в профсоюзы. А что еще происходит? Эти профсоюзы начинают думать, что ведь нужно защищать не только безопасные условия, создавать условия труда, но еще и нужно думать что-то, как спасти семью, если кормилец заболевает или с ним происходит несчастный случай. И вот они начинают задумываться о том, что нужно заниматься здравоохранением своих членов, но все-таки здравоохранением своих членов. Да, то есть если ты не член этого профсоюза, не повезло. Да. Я хочу только на одну минуточку задержать ваше внимание. Опять-таки не могу пройти мимо вот этих объявлений, которые появились в 1890-е годы в Америке. От чего тогда лечили? Самые популярные заболевания в те годы в Америке. Продавались пилюли от бессонницы, от страха, от неприятных ощущений. И это было меланхолия. Истерия, конечно. Да. Вот это было очень популярно. И все нервные болезни. Мы же все знаем, что все от нервов. Продавались также пилюли для похудения. Обрати внимание, пользовались большим спросом. И даже не надо было большого объявления. Ты видишь, для нервных пилюль объявления были большие, а для похудения маленькие. Их так хватали, их так любили, их так покупали. Да. Ну и, конечно, еще одно средство для спасения жизни – это лечение и почек, и печени. 130 с чем-то лет спустя, скажем, даже 150 уже, бог с ним, скажем. По-моему, мы рынок все тот же. Все тот же. По-моему, основные, если посмотреть рекламы, которые мы видим, связаны практически
с этими же проблемами. Но пилюли, я думаю, наши слегка дороже теперь будут. Я думаю, что Правда, они вроде бы должны и действовать получше. Но мне кажется, лечение, Да. оно бы как бы, Америка, что я могу тебе сказать, осталось фокус заболеваний тот же самый. Люди очень много работали, нервничали, ели фастфуд, толстели и разрушали спиртными свою печень. Я смотрю, что ты уже показываешь фотографию вот этих женщин, а я хотел задать тебе вопрос на самом деле. Когда профсоюзы стали заниматься организацией здравоохранения своих членов, как ты думаешь, какой профсоюз был первым? Я думаю, какие-то женские профсоюзы должны были быть, потому что фотографии на самом женщин. деле, это, конечно, детский вопрос. Совершенно понятно, что женщины это интересовало гораздо больше, чем их мужей. И, конечно, это был профсоюз женщин, которые шили женскую одежду. И для своих членов он организовал какую-то первоначальную уже систему здравоохранения, даже какие-то госпиталя, и это уже было действительно началом того, что потом развелось в то, что мы видим сейчас. То, что когда говорить о том, что нам, может быть, не нравится эта система, ее не придумывали специально, чтобы сделать плохо, ее придумывали, чтобы сделать хорошо. Для защиты пациентов. Для защиты пациентов. Ее делали именно для защиты пациентов. Ее как бы в голове не имели еще идею, создавая эту систему, как на ней сделать деньги. Был такой профессиональный союз, которого это тоже интересовало. Он был создан примерно в то же самое время, называется American Medical Association. Это, в общем-то, был союз, в котором объединялись врачи. И это был очень серьезный союз, он занимался тем, что во-первых, было очень много, их называют snake oil salesmen. Это люди, которые продают snake oil. Я доктор такой-то, я вылечу вас от всех болезней при помощи хотя бы даже тех же пилюлей. А American Medical Association следила за тем, что все ее члены это были, безусловно, образованные люди, что они получали соответствующее медицинское образование, что они следили за современным им уровнем медицины и что они защищали таким образом ряды своей профессии. То есть это была очень прогрессивная организация, она возникла во времена Теодора Рузвельта. Да. Вообще о нем, если почитать, он был самый продуктивный президент прошлого столетия. То, что он успевал сделать за день, редко кто мог. Он все-таки успевал не все. По-моему, в гольф он не играл. Вот это да. Да, вот, значит, очевидно, за счет этого. За счет этого он много успел сделать. Он на самом деле сказал даже такую фразу, что никакая страна не может быть сильной, если ее жители бедны и больны. Но на самом деле ничего особенного по части медицинского здравоохранения он предпринять не успел. Слишком много было всяческих других задач. Но какие-то мысли уже крутились. И при этом даже было предложено законодательство другой организации, Американская ассоциация трудового законодательства. Она предложила законодательство, которое должно было защитить малоимущих и детей. И вот что интересно, что вот эта прогрессивная организация, которая так тебе понравилась, American Medical Association, конечно же, она была против этого. Сначала они решили, что да, конечно, хорошо, кто же скажет, что лечить детей это плохо, а что будет с нашими заработками? Испугались и поломали такое законодательство, и оно не прошло. Но, по крайней мере, вопрос уже был поставлен, и как-то начались какие-то движения в этой области. Вот был очень интересный момент, когда учителя, по-моему, это было в Канзасе, они договорились, когда стало понятно, что их заработки не покрывают их медицинские расходы, они объединились, договорились с местным госпиталем, Baylor University Hospital, о том, что они будут как бы предоплачивать будущие медицинские услуги. За счет того, что они платят деньги вперед, существенная экономия. То есть они как бы какую-то сумму стандартную, каждый из них платит этой организации, и она накапливается. Она накапливается, когда необходимость возникает, им оказывают помощь. Вот это находилось тогда, вот это был прекурсор организации, которую мы сейчас все хорошо знаем, многие из нас хорошо знают, называется Blue Cross Blue Shield. В те годы она была non-profit. Да. Потом каким-то образом эта частичка затерялась. Опечатка произошла. Да. Но во всяком случае вот это тоже было ее начало. То есть если она была для начала не для прибыли, то она переросла, конечно, уже в совершенно прибыльную. Мы об этом
поговорим. А в это время другой прошла передаче. Первая мировая война, появилось огромное количество больных и раненых. Одна эпидемия инфлюенции по окончании войны чего стоила. Медицинская наука очень хорошо развивается во время войны и эпидемии. Ну, конечно, такое количество раненых, больных попадает в госпиталя. Но с развитием медицинской науки возрастает ее стоимость. Если раньше можно было сходить на пруд, выловить пиявок, то сейчас операция стоила гораздо дороже, чем баночка пиявок. И нужда в организации медицинского страхования была гораздо острее, потому что уже возникала ситуация, когда уже семья могла разориться от того, что им нечего было платить за лечение. И это хорошо понимал, кстати, Рузвельт, следующий Рузвельт, Фрэнко Делано Рузвельт, который подготовил законодательство о здравоохранении, которое включало социальное обеспечение по возрасту. На самом деле он подготовил гораздо больше. То, что социальное обеспечение по возрасту, то, что у него получилось сделать. В нашей стране ведь президент решает, слава богу, далеко не все. Но в данном случае об этом можно было пожалеть. Потому что силы, которые ему противостояли, не позволили ему принять медицинскую реформу, но позволили принять вот те самые законы, которые и по сей день защищают стариков и малоимущих. Это Social Security Act 1935 года? Да. Это ведь было сразу, это было же сразу, только-только еще не закончилась даже Великая депрессия. Сотни тысяч безработных, люди теряли кормильцев. Уже тогда не так уже волновала людей медицина, потому что просто люди умирали от голода. И вот необходимо было защитить стариков и бедных именно от голода. И вот они тоже точно работу не могли найти во время депрессии. Да. И вот этот Social Security Act 1935 года, это и есть то самое Social Security, про которое мы все хорошо знаем. Кто-то знает более, кто-то менее, но знают об этом, я думаю, все. Да, и понимаем, что в определенном возрасте мы будем его иметь. Да. Ну, поскольку надвигалась Вторая мировая война, и Америка вошла в эту войну, конечно, все разговоры об изменении системы здравоохранения и улучшении, развитии или вообще какие-то кардинальные действия были отодвинуты на второй план. Да. И, естественно, сразу передвинулось больше, все внимание было уделено состоянию экономики в стране и поддержке армии. Да. И в связи с этим появился, по-моему, вот этот стабилизационный акт. 1942 года. И вот здесь, на самом деле, это очень интересный момент. Это, наверное, вот тот поворотный момент, от которого мы уже получили нашу сегодняшнюю систему. А дело было так. В этом стабилизационном акте 1942 года запрещалось повышение зарплаты. Ну, понятно, страна воюет. Какое повышение зарплаты? Но экономика развивалась совершенно невероятным образом. Рабочих мест было очень много. Необходимо было нанимать квалифицированную рабочую силу. А чем ее привлечь? Я не могу тебе заплатить больше денег, чем платит вот тот. Заманить никак нельзя. Это запрещено. Как я тебя заманю? И тогда придумали, что компания будет субсидировать здравоохранение. Или совсем бесплатное, или очень сильно субсидированное. И, конечно, это было огромным делом, когда работающие люди получали доступ к здравоохранению за сравнительно доступные средства. И это и создало вот ту ситуацию, которую мы сегодня имеем. Если я работаю в большой хорошей компании, у меня прекрасный иншуранс. То есть в этот момент, когда начались страховки. Ну, они-то начались раньше. Да. Это началось вот то, что сегодня, если я работаю в большой компании, у меня все хорошо, до тех пор, пока я там работаю. Да. Но, тем не менее, вот это оно и получилось. И вот ты знаешь, когда война начала уже поворачиваться к победе, были попытки, вспомнили, что, ну хорошо, те, кто работают в больших компаниях, с ними все в порядке. А те, кто работает в маленьких компаниях, те, у кого маленькие бизнесы, или те, кто просто не работают, бедные, больные, им-то что делать? Ведь стоимость здравоохранения растет. И попытались принять закон, он как-то назывался Wagner-Murray-Dingell Bill, где по образцу Social Security должна была быть медицинская страховка. Но в 1943 году это не было. Благополучно утопили. Благополучно утопили. И на сцену входит следующий президент, наш 33-й президент, Гарри Трумэн. Да.
А Трумэн, он прекрасно помнил, собственно, когда был вице-президент Рузвельта, он прекрасно помнил его законопроект, и он попытался этот законопроект оживить. И с некоторыми дополнениями он попытался протащить его. И вот тогда-то и началась вся вот эта кампания, его объявили, что он социалист. Ну, после войны объявляли социалистом и коммунистом многих в Америке. Да, и многих, конечно, заслуженно. Да. А вот его, наверное, все-таки нет. И этот закон все же тоже, наверное, нет. Потому что ничего социалистического в нем не было. Это была та же самая бисмарковская система, которую он попытался устроить в Америке 60 или 70 лет спустя, и ничего у него не получилось. Но так уже оно все и закончилось. А в 60-м году вот произошло очень интересное событие. Вот мы все время говорим: дорого, много денег, мало денег. Много и мало — это сколько? Никто этого толком не знал. И в 60-м году правительство, чисто с учетной точки зрения, ввело такой индекс, про который никто особенно не думал. Это NHE, национальные расходы на здравоохранение, National Health Expenditures. Значит, посчитали, прикинули, сколько мы тратим на здравоохранение. Там миллион туда, миллион сюда. Прикинули, что это примерно 5% от GDP. От нашего валового продукта. Да. Ну, ладно, много При или этом, мало. учитывая, что в Америке система учета очень сложная, частично оплачивается федеральным правительством, частично штатами. То есть, конечно, этот процент был взят каким-то образом. Но самое главное, что точка была установлена. И вот с нее начали отсчитывать ежегодно рост расходов. Методику они примерно уже установили. Они ее, конечно, очень сильно подкручивали, эту методику, и улучшали. Но, в общем, это была какая-то бенчмарк, какое-то начало, с которого начали они считать. И в 1965 году у нас появился президент, до 1965 года, Линдон Джонсон, который подписал Social Security Act of 1965 года. Да. Не 1935-го подписал Рузвельт, а это 1965-го. Да. У Рузвельта не получилось, у Трумэна не получилось, у Джонсона получилось. Он даже пригласил экс-президента Трумэна присутствовать при подписании, потому что все эти люди работали для этой цели. Для этой системы, пытались ее, конечно, и вот это то, что знают все наши бабушки и дедушки, которые живут здесь на пенсии, это Medicare и Medicaid. Без Линдона Джонсона не было бы Medicare и Medicaid, без Трумэна и Рузвельта их не было бы тоже. То есть представители всех политических направлений присутствовали или вложили свои усилия для того, чтобы эта система наконец стала законом. Но что интересно, ведь это же не конституция, это закон, его же можно убрать. По идее. У нас для этого есть Конгресс. Все, что Конгресс принял, Конгресс может отменить, это не Бог. Да. То есть понятно, что и Medicare и Medicaid, которые сегодня существуют и которые помогают около 40% населения этой страны, совместно с ЧИП, есть еще такая система, мы сейчас о ней тоже поговорим, эти люди могут так же легко это все и потерять. И, кстати, некоторые из них об этом поговаривают. Да. То есть разговоры идут о том, чтобы поменять. Но ведь это не даже деньги. Ведь это же наши деньги, это наши отчисления, которые мы платим. Ладно, не будем про это, пойдем дальше. Пойдем дальше. Чтобы ты просто знал, наши отчисления еще полностью не покрывают Medicare. Да, безусловно. Но вот к 70-му году. Так, было 5%. Да. За 5 в 65-м. В 65-м было 5%. 6,9, 7% от GDP. За 2% за 5 лет. Да. Это невероятно высокий рост. Но тут надо сказать, что, в общем-то, никто ж толком не знал. Да. 5 или не 5%? Да, никто это не отслеживал, никто это не понимал. Они начали считать и поняли, что денег уходит много, и скорость, с которой эти расходы растут, довольно-таки значительная. И оказалось, что большинство этих расходов было по Medicare. Именно они и повысили процент очень сильно. А в отсутствии вообще национальной всеобщей системы здравоохранения, в принципе, очень сложно подсчитать все расходы, которые производит государство. Их очень непросто подсчитать. Пытаются, делают и понимают, что они растут с необыкновенной скоростью. И вот у нас
в Белом доме новый президент. 37-й. Еще один социалист Никсон. Ричард Милхаус Никсон. А почему ты называешь его социалистом? Никто, по-моему, Никсона его при его жизни социалистом не называл. Ну, я думаю, пару человек может назвать, учитывая... А ты знаешь, что да, ты права. Если уж мы решили, что у нас социалист Бисмарк и ввел социалистическое здравоохранение, то уж Никсон-то у нас точно социалист. Да. А ты знаешь, у него очень интересная история. Это вообще очень сложный человек, конечно. Очень сложный человек. В общем-то, трагический, наверное. Но когда он был молодым человеком, его приняли в Харвард, да. И он не смог пойти туда учиться. Хотя он был из вроде бы обеспеченной семьи. Дело в том, что у него умерло 2 брата, и их болезнь семью полностью разорила. Его в Харвард приняли не просто так, его приняли в Харвард на полный scholarship, и все равно не мог туда пойти учиться, потому что у него не было на что жить. Он это хорошо запомнил, и поэтому, когда он стал президентом, он понимал, что система, при которой медицинская болезнь в семье, в состоянии семью разорить и поставить конец на всех мечтах, на всех чаяниях, на всем pursuit of happiness, Да. с этим надо что-то делать. И он начал что-то с этим делать. У него появились какие-то свои мысли. В этот момент в Сенате был очень влиятельный демократ Эдвард Кеннеди. Эдвард Кеннеди тоже считал, что нужно что-то делать с системой здравоохранения, совершенно других позиций. И вот они стали вместе работать. Bipartisanship. Мы уже забыли, что это такое. Да. Были времена... Звучит как не в нашей стране. Да. Но это же было. А были времена, да. И они уже практически подготовили. Мало того, они даже ухитрились American Medical Association подключить к этому делу. И они не возражали. Они уже не возражали, что вообще небывалое дело. То есть этот закон шел и должен был быть принят в 70-е годы. Знаешь, что получилось? Вот эти самые профессиональные союзы, про которые мы так хорошо говорили, Мешались. которые так заботились о своих членах, вдруг сообразили, что если их члены получат медицинскую страховку от правительства, это будет значительный кусок их влияния. Их власть сразу пропадет. Власть никто отдавать не любит. И они помешали этому. Но, в принципе, Тед Кеннеди мог бы настоять и сделать. Он поддался. Он поддался, он назвал это впоследствии самой страшной ошибкой в своей жизни. А у него были ошибки в жизни. Это была самая страшная ошибка, об этом он жалел больше всего. И, в общем-то, действительно, об этом и следует жалеть больше всего. Но все-таки Никсон тоже что-то сделал, по-моему. Расширение Social Security, акт HMO, когда более доступные страховки стали и гарантированные цены, которые государство определило, где нельзя было чарджить больше определенных установок. Да. Это очень помогло в борьбе со многими иншурансными компаниями, которые знали, что человек может обратиться и иметь HMO по сравнению с той страховкой, которую они предлагают. Поэтому цены были все-таки под контролем, начались. И в Белый дом входит такой бравый президент, очень, я бы сказала, энергичный и очень веселый, очень фотогеничный Рональд Рейган. Да. А к тому моменту стоимость расходов на здравоохранение составила уже 8,9% к 80-му году. За 15 лет, от 65 до 80 за 15 лет система практически она почти удвоилась. Экономика так не растет. А жалко. Да. Если бы могли так растить экономику, как расходы на здравоохранение. Да. И вот Рейган, послушай, этому человеку я обязан тем, что у меня сегодня есть страховка. Он подписал Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, COBRA. Те, кто терял работу в Америке, знают, что это возможность для работающего сохранить свою страховку. Не бесплатно, это understatement. Она не дешевая. Understatement. Да. Но возможность такая существует. Так что я думаю, что мы Рейгана в том же ключе, как и Бисмарка и Никсона, мы можем и Рейгана назвать социалистом. Но все-таки все эти страховки, все эти акты, которые были подписаны вот до этого времени,
Они, конечно, помогали, но не решали проблему в корне никаким образом. Люди, которые теряли работу и не могли ее найти, оказались за бортом. Инвалиды, дети старше 19 лет, которые не могли устроиться на работу или заболевали, не могли получать. Pre-existing condition. Да, а ситуация... Pre-existing condition. Одна pre-existing condition убивала практически все ситуации. И вот мы давайте рассмотрим 3 президентов. Молодых, энергичных, тоже фотогеничных, но, да, ничего нельзя сказать. Но что же они привнесли? И, конечно, Клинтон, 42-й президент. Он попытался провести вот это вот самые законы, над которыми работали Никсон и Кеннеди. Попытался протащить Клинтон, у него это не получилось, задолбили. Но кое-чего он достиг. Чип. Вот ты, по-моему, упоминал уже этот чип. Да. Что это такое? Это возможность. Работает интересно, что чип, она финансируется федеральным правительством, но управляется штатом. В каждом штате есть дети, естественно, мы все живем в одном из 50 штатов Соединенных Штатов Америки, которые не покрываются иншуренс по одной или другой причине, по какой-то. Вот этот вот Health Insurance Program, Children's Health Insurance Program, покрывает детей. И, кстати, в штате Иллинойс и матерей, у которых нет иншуренса, страховки. Это замечательное, конечно, дело для родителей. Абсолютно верно. Ребенку нужны прививки, ребенок заболевает. И вместо того, чтобы бежать скорее, бегом в скорую помощь и получать очень дорогое какое-то лечение, может быть, иногда оно и бесплатное, может быть, госпиталь тебя и не будет брать деньги за это, но ты его все-таки тратишь огромное количество денег. Это же оплачивается. Мы за это платим. Да, но теперь, когда у тебя есть иншуренс, и когда у тебя с ребенком есть проблемы, ты можешь просто прийти к врачу и предупредить серьезное заболевание. Ну, не говоря уже о том, что это помогло устранить огромное количество смертности, детской смертности, что очень важно. И в Белый дом входит 43-й президент. Джордж W. Буш. Да. Он социалист или не социалист? Как мы его назовем? Социалист. Сегодня у нас все социалисты. Нет, не все. Все-таки не все. Но что же делать, если он взял и добавил Medicare Part D? Раз он приложил к этому руку, значит, по нашей системе обозначений, не нашей, но по той, которая была принята во времена Трумана, я думаю, он тоже социалист. Так что тем, кто пользуется Medicare Part D, скажете спасибо. Джордж W. Буш. Джордж W. Буш. И у нас появляется 44-й президент Барак Обама, который таки, объединив усилия всех президентов до него, которых он только мог, создает законопроект. Вот это вот очень интересный Affordable Care Act. Это именно закон о защите пациента. И он создан для того, чтобы создать те условия, которые помогут человеку в лечении без полного его разорения и доведения до банкротства. То есть миллионы людей, которые раньше никоим образом не могли получить иншуранс, его получили. Ты знаешь, это не очень хороший закон на самом деле. Он дорогой, он неудобный, он не нравится, он плох этим и он плох тем. Но это все уже разговоры о том, что произошло. О том, что теперь уже что-то есть. На основании этого можно делать что-то другое. На это можно уже что-то строить. Его нужно сравнивать не с чем-то превосходным. Но его надо развивать и улучшать, без сомнения. А с тем, что без него не было ничего. На сегодняшний день в Америке это единственная система по-настоящему, я не говорю о Medicare, Medicaid, на которой находится около 40%, которые уже, можно сказать, получили эту идеальную систему, называемую Universal Healthcare, которая оплачивается налогоплательщиками. И работниками, и компаниями. Всем, кто платит налоги, платят процент в эту систему. Подожди, это не только Medicare и Medicare. Есть еще одна группа людей, у которых Universal Health Care. Ты знаешь, кто это? Кто? Это члены нашего Конгресса. О, да. У них нет никаких проблем. Да, у них выше, чем Universal Health Care. Нет, у них действительно очень хорошая Universal Health Care. И я этому ужасно рад. Я совершенно не хочу, чтобы у них его не было. Я хочу, чтобы у меня оно тоже было. Мы считаем, что раз это слуги народа, значит, они должны испытать все условия, в которых живет их народ.
Но что интересно, что вот на сегодняшний день, сравнивая различные системы здравоохранения, которые существуют, эта система сразу привлекла в первый же год 8 миллионов человек. То есть это 8 миллионов человек, у которых не было возможности получить другой иншуранс. И не только, ты знаешь, что, возможно, это часть людей, которые имели другой иншуранс, но очень ограниченный. Потому что эта система предлагает 10 основных видов обслуживания, которые другие системы могут или страховки могут не предлагать. И она помогает людям практически во всех ситуациях, но особенно предупреждение заболеваний, что важнее всего. А уже только то, что она убрала вот эту вот страшную вещь, pre-existing condition, когда человек не мог получить страховку только потому, что 3 года до этого у него было какое-то серьезное заболевание. Нет, ты мог иметь это заболевание, ты мог из него выйти. Скажем, вот у меня я была диагностирована раком иммунной системы. Куда бы я сегодня не пошла покупать страховку, хорошо, у меня есть уже Medicare, но если я иду покупать страховку сама, то ограничений в обслуживании у меня так много, что не имеет, и стоимость страховки настолько высока, что покупать ее смысла никакого нет вообще. Конечно, принадлежать какой-то компании, у меня своя компания была, где я покупала групповую страховку для своих работников, там меня, конечно, страховали. Но ограничения у меня все равно были. В связи с тем, что было предыдущее заболевание. Ты всегда могла баллотироваться в Конгресс. И надеяться. Итак, 8 миллионов человек зарегистрировалось в первый год. Это были люди, у которых не было иншуранса, люди, у которых был очень ограниченный доступ к медицине, у которых был плохой иншуранс, люди, которые были серьезнейшие заболевания, которым необходима была немедленная медицинская помощь, и люди просто, которые хотели иметь страховые полиса для предотвращения проблем. Следующий год уже 12 миллионов человек зарегистрировалось, и каждый год количество людей нарастает. При этом, что интересно, многие пытаются эту систему закрыть или избавиться от нее, но в народе ее прозвали Obamacare, и эта Obamacare сегодня самая популярная система. Никто не хочет от нее избавляться. Ну, никто из тех, у кого она есть, да? Да, люди, конечно, в Сенате, у которых уже совсем другая система страхования и вообще здравоохранения, конечно, не понимают, как это важно иметь систему, которая может прийти тебе на помощь, когда тебе действительно надо. Ведь никто не думает, все думают, что мы будем жить вечно, мы будем всегда здоровы. Мы всегда будем молодые, здоровые, никогда не умрем. Никогда не умрем, да. Страховка – это не лечение, она не вылечит вас от болезни. И эта система не гарантирует продлевание жизни для всех, для каждого. Все зависит от ситуации, от болезни, от врачей. Но это во всяком случае система, где вы напрямую работаете с врачами. Это шанс. Это шанс. Это серьезно. И где шанс. Вы не ограничены. Подожди, ты говоришь о том, что pre-existing condition. А как насчет того, что у тебя в каждой страховке есть ограничения по верху, то есть сколько денег за всю твою жизнь может быть потрачено на лечение. Это при том, что ты не контролируешь этот расход. Ты никаким образом. Да, ты платишь столько, сколько говорят, у тебя нет возможности даже выбрать то, что дешевле. Ты не знаешь, сколько ты заплатишь. Ну, как правило. Пока ты не вышел из госпиталя и не получил свой билл, да. Где очень интересно, посмотрите, где женщина показывает билл из госпиталя после рождения ребенка, где ее чарджит $40 за то, что она обняла новорожденного ребенка. Hugging kid. Ну, слушай, hugging kid вообще бесценно. Да. Я бы и больше... Не надо. И вот здесь уже национальные расходы на здравоохранение к 2017 году достигли 18% и продолжают расти. То есть сейчас они уже где-то, наверное, порядка 20, я думаю. Да. Мы находимся, конечно, в ситуации, когда, понимая историю того, как эта система возникла, сколько умных, талантливых, интересных людей в нашей стране пыталось эту систему провести и для бедных, и для богатых, для всех жителей нашей страны.
Сколько прошло времени, пока это стало законом? Давайте мы попробуем поработать с этой системой без того, чтобы ее убивать, где нового ничего еще никто не предлагает. То, что предлагается, гораздо хуже и стоить будет дороже. So complicated? Да. Оказывается, кто-то знал. Кто-то знал. Надо просто взять и посмотреть на нее внимательно. Не тогда, когда у тебя $миллионы долларов, и у тебя свои врачи, и любые клиники, а когда ты простой, рабочий, профессиональный человек. И мы с вами это понимаем и испытали. Давайте не будем голословно обзывать людей социалистами, коммунистами, государством. Доверяем же мы пожарникам, доверяем же мы нашей полиции. Почему нам не создать систему, которая будет беречь наше здоровье, здравосохранение? Мы доверяем людям с ядерным оружием. Да. И мы за него платим, и мы даем этим людям возможность им пользоваться. Давайте попробуем существующую систему, в которой уже зарегистрировано такое количество человек, и ей благодарны этой системе. И, может быть, вы еще не в этой системе, и, может быть, вы никогда ее не захотите. Но знаете вот это выражение «пока тебя не коснется». Никогда не говори никогда. Никогда не говори никогда, потому что никогда не знаешь. И существование системы, которая вас не разорит, это огромное достижение в нашей стране. Давайте не будем его выбрасывать. Поэтому подумайте о том, кто представляет наши интересы сегодня в нашем правительстве. Выборы у нас будут проходить в ноябре этого года, 6 ноября. За кого вы отдадите свой голос? Посмотрите, что этот человек предлагает, и обязательно посмотрите в отношении здравоохранения. Является ли ваш представитель, которого вы избираете, за которого вы голосуете, проводит ли этот человек ваши интересы в правительстве, защищает ли он их? А какие ваши интересы? Ведь мы же все знаем, что если у нас есть деньги, у нас потрясающий иншуринс, нам все открыто. Любое медицинское обслуживание для нас. У нас нет проблемы выбора врача и госпиталя. И таких людей в Америке аж 5%. Но все-таки не 1%. Ну, да, все-таки 5%. Да. А 95% нас с вами, людей, которые зависят от нашей системы. Давайте эту систему построим вместе. Забудем о политических разборках. Мы строим систему помощи нам, не кому-то, не людям, не в нашей стране. Это люди все живут здесь, в этой стране. Давайте посмотрим на эту систему серьезно. И, может быть, это та система, с которой мы можем начинать работать и развивать, и прийти к гораздо более интересным результатам и лучшим для нас с вами. Как ты считаешь? Это ведь надо смотреть, разбираться. Ведь так же просто посмотреть. Так, я всегда голосовал за эту букву, я за нее буду голосовать. А что там дальше? А вообще не буду голосовать. Какая разница? Вообще ничего же не меняется. И этот паршивый, и этот негодный, и кто знает, как лучше. Этого не люблю, а эту вообще терпеть не могу. Зачем я буду голосовать? И все они врут, и все... Политики. Останемся дома. Останемся вообще, времени нет. Это вторник. Что будет, у меня нет времени. Нас, А ничего же не будет. Все останется как было. Мы всегда будем молоды. Здоровы, никогда не умрем. Да. И если мы в это верим, то можно не ходить голосовать. Да. Но надо. Обязательно пройдите. Вот у вас на экране есть линк, мы вам показываем, куда вы можете пойти и посмотреть по вашему zip-коду, кто представляет вас в нашем правительстве. И посмотрите, что этот человек защищает, проводит. Но не просто, что он говорит, а что у него было в прошлом. Сделал ли он то, о чем он говорит. И выберите не партию, а человека, который отстаивает ваши интересы. Это важнее сегодня. Я думаю, что... Я думаю, что это стоит потраченного времени. Да, это стоит как мало что другое. Да, потому что выборы в ноябре 2018 года, вот которые сейчас будут, могут решить очень много для нашей страны. И на следующие много-много лет вперед. Всего хорошего. До свидания. До свидания.